Добрый день, дорогие близнецы! Добро пожаловать на мой канал! И в этом видео я расскажу ваш гороскоп на март 2024 года. Ну что, готовы? Берем ежедневники и записываем, что вы будете делать, когда вы будете делать, для чего вы будете делать и как вы будете стартовать. Потому что напоминаю, что именно в марте ваш главный управитель и единственный Меркурий перейдет из Рыб в Овна. Это случится 10 марта. Это будет для вас активное время действий, я бы это так сказала, если так быстро и коротенько характеризовать ваш март. Что касается времени до 10 марта, то здесь прекрасное время продуктивной работы, отличных начинаний, действий, творческих проектов, командировок, в том числе они будут тоже все нацелены на результат, будет получаться финансово очень даже неплохо. Прекрасное время для информации, для обучения информации, внедрения информации, для переподготовки, подготовки и обучения. Причем это настроение начнется еще в конце февраля, и прекрасно себе начинайте. И в марте, до 10 марта, вот у вас, понимаете, 2 недели для активного обучения, вот этого обдумывания информации, для того, чтобы информацию потом, я бы так сказала, неплохо бы монетизировать, да? Поэтому здесь прекрасное время для экзаменов, для подготовки, переподготовки, поездок в том числе. Если же для вашей работы вам необходимо совершить командировку, конечно же, съездите. Хотите ли вы просто съездить, отдохнуть, но с целью дальнейшей работы, в том числе тоже все ваши действия, которые будут связаны с перемещением, с коммуникацией, посещением мероприятий, но они будут нацелены на улучшение вашей работы и реализации только в плюсе, потому что с 10 марта, я вам говорю в прямом смысле, это время действовать. Действовать активно, действовать просто покорять рынок, покорять вершину, покорять рубеж в том числе, да. И здесь такой момент, когда вот сидеть, ждать, волноваться, переживать, может быть, я недостаточно хорош, недостаточно хорош как близнецы, да, то есть как знак зодиака. Вообще нет, ребят. Вот весь багаж, все, что есть, все, что обучились, да, все, что знаете, собираете, и с 10, я бы так сказала, марта самое время внедрять для реализации, для деньгозарабатывания, для своей карьеры. Прекрасный месяц будет для вас. При этом скажу так, что в конце марта нас ждет коридор затмений, и здесь с 25 марта по 8 апреля у нас коридор затмений. И здесь, я бы так сказала, момент, который на вас повлияет, ну, я так не скажу, что очень сложно. Нет, прекрасное время для вас активной работой заниматься, прекрасное время для вас внедрять. В третьей неделе марта придут как раз-таки те самые мысли, что бы вы хотели сделать активно, глобально, мощно и интересно, да, то есть здесь ловите, да, вот прям четко у меня 20 марта, день, когда вы будете, ну там плюс-минус 2 дня, да, как раз-таки в вашей голове будут осознания, какой у вас фокус на будущее, куда вы идете, для чего вы живете в этой жизни, что вы хотите реализовать, как вы хотите себя проявить, себя реализовать, как говорится, где вы хотите, чтобы пригодились ваши таланты, как максимально их можно монетизировать, да? Потому что Меркурий как раз-таки накатится на северный кармический узел, это узел развития, это узел будущего и вообще планов на будущее, поэтому отслеживайте четко, что вы хотите делать и делайте. Естественно, весь март активное будет время, прекрасное время для занятий спортом, занимайтесь спортом, будьте в движении, будьте активны, это добавит вам еще больше, я бы так сказала, сил для развития. И здесь это такой, знаете, момент, когда и мозг, и силы начинают работать вместе, и это такая очень классная коммуникация, да, такое классная комбо, когда и мозг, и тело работают, и энергия идет как надо, да, то есть прекрасный такой момент для внедрения чего-то. И я же вам говорю, внедряйте. Что касается коридора затмений, то я не скажу вам, что в этот коридор затмений для вас он будет каким-то там сложным, ужасным. Ну, под конец марта может начать немножечко вот так шарашить, да.
Просто понимайте, что в начале апреля, под конец коридора затмения, там со 2 с 3 апреля, в зависимости от того, где вы живете, в каком часовом поясе, начинается ретроградный Меркурий, и он продлится до 26 апреля. И здесь понимаете, что чем больше вы внедрите в марте, и желательно до последней недели марта, да, даже если вот в само лунное затмение вы что-то внедрите, но про это будет, естественно, большое, мощное, красивое, интересное видео, тоже будет хорошо. Несмотря на то, что коридор затмения начинается, именно в эту точку очень классно что-то бы начать, для того, чтобы оно активно начало действовать, двигаться, вот прям вот такой вот запал бодрости, активной и мощной энергии. И, естественно, тогда в коридор затмения, в ретромерк в апреле, да, можно уже потом эту работу, которую вы уже начали там, да, начальная эта точка была там, вы уже просто будете это продвигать. Как это будет продвигаться, скажу, что будет сложно. Сразу вам говорю. Не говорю, что все легко, и мы здесь для того, чтобы фигушки воробьям показывать. Вообще нет. И здесь я вам сразу хочу сказать, не пасуйте перед трудностями. Ну, а кто вам еще скажет? Все вот сейчас вот это такая модная фишка, когда говорят, все должно быть в легкости, на лайте, вот как-то вот. И если трудности, значит не судьба. Все это фигня. Нет, если вам это на самом деле важно, если это то, куда вы идете, трудности будут. Трудности будут, и это нормально. Знаете для чего? Для того, чтобы вы трудно шли к своей цели, а потом эта цель закрепилась за вами. То есть либо это должность, либо это карьера, либо это крупный, стабильный, регулярный заработок. Вы же не хотите потом быстро скатиться со своей карьерной лестницы. И я сомневаюсь, что вы хотите прийти, помахать вот так флагом и сказать, вот я такой красивый, а теперь можно обратно, в нищету. Я сомневаюсь, что вы так хотите. Вы хотите уверенно занять свою позицию и активно, очень классно жить, припеваючи, правда же? И обеспечивать себя, вот сколько вот есть силы, мощи, очень классно, хорошо путешествовать, быть активным, быть постоянно на движе, быть вот таким вот классным коммуникатором по жизни, уметь со всеми договориться. Налегке уже потом. Потом-то, конечно, будет налегке. Ну, потому что вы должны вот эту ступеньки пройти. Поэтому, дорогие мои, не пасуйте перед трудностями, потому что конец марта и апрель будут сложноватыми. И здесь необходимо будет прям попотеть. А для того, чтобы попотеть, нужно начать в марте. Ну, это нормально. Это такой нормальный такой ход событий истории. Почему? Будет сложно. Аспекты на небе будут достаточно напряженные. Ну, правда, будет очень много напряженности. Напряженности, будет большая конкуренция. И, естественно, ну вы же не хотите своим куском пирога с кем-то поделиться. Поэтому, да, вот такая вот история в мировом масштабе. Конкуренция будет во всем и везде. И то есть каждый получит ровно то, насколько он трудился и вот хотел это получить. Поэтому да, я желаю вам прекрасно проявить всю свою активность, силы воли. Поэтому, собственно, я и говорю, подключите спорт. Спорт прекрасное время, чтобы вот скомпенсировать ту самую негативные эмоции и энергию оставить, чтобы вместо того, чтобы договориться, не поругаться. Вот такая история, ребят. Поэтому здесь ни в коем случае не думайте, что должно быть легко и в легкости. Ну нет, не вводите себя в заблуждение, просто поймите, что мир он просто так устроен. Все, что мы на самом деле очень сильно хотим, если эта цель достойна, она никогда не достается легко. Никогда и никому. И если вы когда-то на секундочку в это поверили, то тогда это будет вас только останавливать к достижению ваших целей. Поэтому вот снимайте розовые очки и будем смотреть на мир реально. Для того, чтобы идти быстрее к цели. Потому что когда думаешь, что все должно быть в легкости, начинаешь придумывать себе отговорки, почему можно там вот чего-то там не сделать. Нет, отнеситесь к марту очень активно и плодотворно. Месяц такой, я бы так сказала, необходим для того, чтобы построить себе стабильный план и начать его прям реализовывать. Первые 2 недели активной работы вам помогут. Потом же, когда Меркурий перейдет в знак Овна, наступит время активных действий, да, и они уже будут нацелены на то, как вы классно умеете договариваться, разруливать негативные моменты. Ну, разруливать, конечно, негативные моменты все-таки больше получится в апреле. Там этот скилл пригодится, да, этот навык. А в марте все-таки не будет еще так энергия шарашить. Поэтому вот такие дела на этот март у нас в работе. И если же у вас вопросы по какой-то определенной сфере, оставляйте здесь в комментариях. При этом дата, время, место вашего рождения и вопрос, какой вы хотите спросить. Я в режиме свободного времени обязательно, ребята, отвечу. Может быть, не сию секунду, но в течение дня я всегда стараюсь отвечать.
Если же ваш вопрос конфиденциален, вы не хотите, чтобы никто его видел, в описании канала есть ссылочка на сайт, переходите, будем разбираться с вами на консультации, чего вы хотите, как быстро и когда вы этого все-таки достигнете. Поэтому вот такой у меня по работе, я бы так сказала, прогноз. Он будет, конечно же, классный, если вы будете активными и жаждущими реализацию. Если же вы лежите такие вот на диване, расслабленные, на чиле, и ничего особо не хотите, тогда и месяц пройдет как бы такой, ну, весенний, стабильный, классический месяц, ничего хорошего, ничего плохого. Можно посмотреть новости, новости будут разные, новости будут, ну, такие, напряженные. Но будет о чем подумать, попереживать за тех, попереживать за этих, посмотреть, как все становится где-то лучше, где-то хуже, нестандартно. Ну, такое себе, живите свою жизнь. Что касается любовной сферы и любовных отношений, то месяц прекрасный для романтических отношений. Встречайтесь, заводите романы, наводите ту самую вот интересную нотку в своих отношениях, которую вы всегда хотели, чтобы она была. То есть, если вы хотели, чтобы партнер у вас был такой же движниковый, как и вы, вводите с ним вот такие поездки какие-то вместе, пикники на дальние расстояния. И здесь вот эта история, которая необходимо прям-таки партнеру сказать. То есть все мы люди разные, и для близнецов, естественно, это норма, когда вот вы любите постоянно быть на движе. Сегодня здесь, а завтра там. И вот эта постоянная энергия, которая движимая, это для вас нормально. Но не все люди такие. Есть знаки зодиака, которые любят дома просто у телека полежать. Есть знаки зодиака, которые вообще не любят особо куда-то передвигаться. И здесь своей второй половинке, да, или там на свидании это озвучите, что вы вот такой интересный, активный человек, который постоянно передвигается. И проводите время вместе, но не забывайте, что нужно вашему партнеру это сказать. Он не догадается. Сэкономьте кучу времени, не вводите в заблуждение, для того, чтобы потом не было таких мелких ссор, которые могут омрачить время. Потому что в конце марта можно очень сильно испортить себе настроение. Можно прям-таки, я бы сказала, поругаться и слить все свои эмоции в негатив. Просто потому что сами не сказали, как есть на самом деле, и довели вот такую маленькую ситуацию до большого скандала. Не ругайтесь, не скандальте, вы еще успеете это сделать. Сделайте этот мар интересным, красивым, романтичным, я бы так сказала, даже нацеленным на будущее. Проводите вместе, проводите праздники вместе, знакомьтесь с семьями. Это очень хорошо. Проводите семейные праздники, в том числе вместе. Это необходимо как раз-таки для той самой душевной и теплой коммуникации. Март по факту теплый такой месяц, да, несмотря на все события, которые будут вокруг, которые будут там омрачать. Но постарайтесь в этот март быть, я бы так сказала, на волне позитива. Она вам будет нужна, потому что апрель будет такой сложноватый для вас, при этом возможностей будет еще больше, да, но необходимо, вот я бы так сказала, качественно и правильно провести март в работе для того, чтобы потом свой результат поднять и закрепить. Вот такой, собственно, у меня, дорогие мои любимые близнецы, прогноз на март, месяц, который будет, я бы так сказала, несложный, но требует таких сложных, уверенных, серьезных мотивов и действий. Не самый сложный из 2024, да, в конце обязательно прикреплю ссылочку на гороскоп ваш 24 год, и да, у вас здесь будут определенные проверки, в этом году будут очень сложные месяца, но март не является самым сложным месяцем, однако сложноватым, поэтому здесь понимаете, что будьте аккуратнее в ссорах, будьте аккуратнее в тратах, будьте ответственны в работе, будьте душевны с любимыми, да, и внимательны, пожалуйста, к себе, понимайте, отслеживайте, чего вы хотите, куда вы хотите прийти. Помните, 3-я неделя марта – прекрасное время отследить для того, чтобы понять, куда вы хотите прийти, ваш план на эту жизнь, где вы хотите оказаться в конце своей жизни, там, средних лет, в возрасте средних лет, да, для того, чтобы потом прожить достойную, потрясающую, интересную, классную старость. Поэтому вот такой месяц, я бы так сказала, немножко кармичный, но очень важный для вас. Очень важно для вас, мои любимые близнецы. Ребята, у меня все. В конце видео по классике актуальные ролики, на которые вы можете опереться. Посмотрите, сделайте верное решение. Я, конечно же, с вами прощаюсь до следующего ролика. И увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока.